Всем привет! Сегодня мы с вами погуляем по очень необычному району. Этот район, причем нигде не найдете ни в списках лучших, ни в списках худших районов. Про него вообще информации мало. Киска, да. Пойдем. Район это у нас Курьяново. Причем, что самое интересное, находится вообще недалеко от Каширки. Но этот дом, да, здесь очень сильно выделяется, потому что обычно домики, мягко говоря, не новые. Потому что как этот район построился, ну как район, изначально была деревня обычная, причем областная, потом его сделали Москвой, когда построили станцию аэрации, а архитектура осталась прежняя. То есть это, это тоже вот домик сделанный. Как это правильно называется? Не таунхаусы? Максим, это вряд ли таунхаус. Нет, есть таунхаус, а есть такие же, как таунхаус, они же тоже на две семьи дома. Почему ты понятия не имеешь? Ну, тут огромный косяк в этом районе. Это то, что по факту здесь очень хреновая доступность. То есть даже хуже, чем у нас. Конечно, да, сейчас построили Харду и МСД. Но как были две дороги въездные, по большому счету, так они и остались. Ничего не поменялось. Но здесь огромный плюс появилось открытие МЦД. Здесь есть станция Курьянова, и как раз это облегчило. Потому что здесь что от метро, по-моему, Печатники, что от Каширки. Порядка полчаса на автобусе, если ехать. Ну, дорожки делают, стригут. Пойдем. Да. Максим, нет, это груши. А это я. Да. И, кстати, вот тоже писали то, что будет, люди жалуются, то, что откроется Харда, будет шумно. Ну, как сказать шумно? Здесь не шумно от слов совсем. Абсолютно. А чувствуешь аромат этих немножко уже тухлых? Причем, да. Конечно, потому что ты мне не своровал. Воровать это плохо. Тебя посадят, а ты не воруй. Воровать для жены можно. Раньше в деревне ты что-то никого не спрашивал. Это деревня была. А это? Ну, это тоже когда-то была деревня, по-моему, в 30-х. А, нет, в 60-х годах ее сделали. Этот район сделали частью города. Хочу, чтобы люди в комментариях себе написали. Чем отличается краденое от купленного. Так я за купленное отдаю деньги свои, заработанные. А краденое, извини меня, почти. Куда мы? Прямо. За это могут и посадить. На тут одного яблока тебя не посадят. Как знать, как знать. Помнишь? Они что помнишь? Знаешь, как один пацан ради девки Сел, свинью зарезал? да своровал, чтобы шашлык сделать. Ты не знаешь? Нет, В Тамбове. нет, я этого не знаю. Серьезно? Ну его посадили. Да странно. Ну, блин, свинью целую. Странно, что его посадили, да? За воровство. Не странно. Нет, не Просто странно. тебе говорю. Вообще не странно. Абсолютно. Пойдем туда сходим. Посмотрим, что там. Вот, пожалуйста, кресло. Хочешь? Садись, отдыхай в тенечке.
Ты еще, кстати, читал то, что, я не помню, где статью нашел про этот район 22 года, то, что здесь типа проблем с доставками. Когда мы приезжали, был курьер Яндекса на велосипеде. Ладно, смотри, тут прям новые подъезды. Центр подготовки чемпионов карате, пожалуйста. Бесплатный кинопоказ. Все как положено. Ну вот, кстати, сколько? Мы здесь, конечно, не особо долго, минут, наверное. Ну, точно меньше часа ходим. И запаха нет. Когда до этого здесь проезжал, здесь, да, ветерок, наверное, подул. И почувствовался немножко. Но сейчас как бы спокойно абсолютно. Очень зелено, тихо, чисто, очень чисто. Ты заметил, что здесь реально чистота? Ну, ковры, вон, ковер он висит. Значит, яблоко с дерева тоже чистое. Ну, здесь прям реально чисто. А тут, смотри, балкончик сделали, видишь? Тут он такой вот, а то вот старенький еще. Раньше был до этого. Да. Ну вот, кстати, это, если убрать отсюда мужика с косилкой, то тишина вообще. Парковочку тут все сделал. Тут, кстати, есть два парка, если что. Тут нет ничего, видишь, где низко, все уже оборвано. Оно могло и не вырасти. Потому Думаешь? что все много морозом побило. Да нет, яблоки-то пойдем до этого здания, дойдем, что там посмотрим. Яблоки обсыпные там все висят. Абсолютно. Ты видишь, как садик сделан. Абсолютно. Налево. Не будем Бывает. тревожить местных жителей. Чё? Не будем тревожить местных жителей. Думаешь, они нас забьют ногами? Да. Нет. Нет, тут, конечно, я нашел статью. Была, короче, кафешка, по-моему, Азис она называлась. По-моему, чеченская она. И я не помню, в каком году. То ли в 18-м, то ли в 19-м, по-моему, было зимой. Перестрелка, массовая драка. В Москве после массовой драки со стрельбой задержали 18 человек. Возбуждено уголовное дело. Потасовка произошла накануне в кафе на юго-востоке столицы. По словам очевидцев, все началось с того, что один из гостей заведения оскорбил посетителей. Те заставили его просить прощения, затем приехали его друзья и стали за него заступаться. В итоге все это переросло в серьезную драку с выстрелами из травматического оружия. Один человек пострадал, но от госпитализации отказался. Было здесь такое. А, ну еще в этой станции находят очень много трупов. Не, ну это логично, потому что когда... Логично, да. Ну, смотри, если ты, допустим, забрасываешь труп, ну, в колодец в обычный, его же перенесет в любом случае на честные. Или он сушится. И же в любом случае на честные принесет. Я что, заходить не буду. Вот, спортивный комплекс. Стреляет из лука. Да, туда, конечно, мы не пройдем. Странно. Действительно. На закрытую территорию. Ну, обратно. А здесь, да, здесь, наверное, нет тротуара. Ну, пойдем назад. Я думал, здесь есть тротуар. Чувствуешь цветочки? Смотри, тут прям очень круто сделано. Аккуратненько, все так чистенько.
Поэтому люди и забор построили, Максим. Чтобы такой, как ты, любопытный, слишком с длинным носом, туда его не совал. Ну я ж ничего портить не буду, я максимум зайду, посмотрю. Ну а что нет? Почему бы и нет? Вот тут прям давно ничего не убиралось. Видно такое. А то тут сделано. Вот как бы, да, один тот же дом. Знаешь, что я еще заметил? У многих вот именно елочки растут. Не обратил внимания? Нет? Что тут пишет? Лепка, английский язык, логопед, школа, шахматы. Вот, детский садик. Сейчас, подожди, что это? А, ну это все, да, все то же самое. Ну да, насосная станция. Все то же самое. Все к этому предприятию относится. Я думаю, вряд ли будет что-то другое. Мне интересно, почему здесь нет тротуара? Вот именно в этом моменте. Ходить. А? Что не хотят тут ходить. Что мороженое? Ну, возьми. Возьмите, пожалуйста. М? Возьмите. Ну, красиво, кстати. Очень прям. Ну, и напротив, конечно, да. Ну, пойдем тут сейчас пройдемся, до этого здания дойдем. Не, ну, слушай, реально прям красиво. Здание очень. Вообще. Выскочил из переноски у дома, представляешь? Из переноски выскочила у дома прям и убежала. Вон яблоко. И кто-то... Тряси хотя бы. Что я тебе должен потрясти? Как-то. И тут. Ну, кстати, белье много где сушится. Вот это. Так, наверное, других вариантов особо и нету. Вот видишь, калитка тоже открыта. Может. Вот, библиотека, пожалуйста. Где Озон, вот он тут сдается. Вот там был как раз этот день. ГИБДД. Ну и, конечно, даже без дедушки. Без дедушки никуда. Что-то вот такой изобразил, как будто мертвый. Нет, он так, наоборот такой вежливый. Ну, погуляли мы немножко по райончику здесь. На самом деле, по большому счету, мы весь, считай, прошли туда-сюда. Что можно сказать? Какие здесь выводы могут быть? Тихо, спокойно, абсолютно. Запаха за все это время, ну, был только, соответственно, около самого завода аэрации, все, ну, или предприятия, честные, как хотите так называйте. А так,
тихо, спокойно, уютно. Но приехать, да, так вот погулять, там, отдохнуть, я сам, допустим, освежиться, потому что здесь очень зелено, много тени. Но жить здесь нет. Я бы не смог бы, да и не только я. Скучно здесь очень. Вечерами, так понимаю, здесь вообще очень-очень грустно и одиноко. Ну ладно, поэтому сейчас поедем дальше. Всем пока, до новых встреч.